Привет, это радио «Вашингтон». Меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?». И вот его главные темы. В Вашингтоне в ближайшие дни ждут делегацию из Киева по соглашению о недрах. Двухдневный саммит НАТО в Брюсселе. Обсуждают помощь Украине и безопасность Европы. В Аризоне вынесли приговор россиянину, который нарушал санкции. И как тарифная война скажется на мирном урегулировании. Теперь обо всем подробно. В Вашингтоне впервые с начала полномасштабной войны России против Украины побывал с официальным визитом российский чиновник. Посланник Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев встретился со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткофом. Администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня, сообщили два американских чиновника, знакомые с этим вопросом, отмечает агентство Рейтер. Дмитриев, бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs со стэнфордским образованием, считается одним из самых осведомленных представителей российской элиты в США. Подробнее о нем мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста. Вы можете найти его на YouTube-канале «Радио Вашингтон». Сам Дмитриев в социальной сети X написал, что в диалоге России и США, который он назвал очень важным, речь шла о мире. В то же время министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры по соглашению об украинских недрах, анонсировал скорый приезд в Соединенные Штаты делегации из Киева. Думаю, что команда из Украины прибудет уже в конце этой недели или в начале следующей, цитирует чиновника агентства Bloomberg. Бессент добавил, что США не хотят терять времени, поскольку считают это соглашение, еще одна цитата, очень важным для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса. А что означают для Украины новые пошлины от США? В правительстве страны оценивают ситуацию как сложную, но не критичную. Об этом написала в Facebook первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко. Для Украины на экспорт товаров в США будет действовать общая пошлина в 10%, уточнила она. Свириденко отметила, что Украина экспортирует в Соединенные Штаты более 600 различных категорий товаров. Из них 65 видов продукции на сумму более $1 миллиона. Украине есть что предложить Соединенным Штатам. От справедливых пошлин выиграют обе страны, добавила она. Украинский журналист, блогер Иван Яковина считает, что тарифная война Трампа для Украины парадоксальным образом может оказаться выгодной. Когда по Америке больно ударит рецессия, у Трампа появится намного больше стимулов добиться реального мира в Европе, чем сейчас. Установление мира – лучшее и самое мощное лекарство от экономических проблем любого свойства, пишет Яковина. По его словам, все это неминуемо обрушит цены на нефть, что, собственно, уже происходит. А это плохие новости для России и хорошие для Украины. Стоит ли на этом фоне ждать быстрого успеха на переговорах о мире в Украине? Комментарий нашего обозревателя. Прекращение боевых действий между Россией и Украиной – четвертый из мирных планов, инициированных Дональдом Трампом в первое и второе президентство. В первое президентство он пытался завершить каким-то компромиссом Корейскую войну и разрешить израильско-палестинский конфликт. Обе инициативы результатов не дали, хотя благодаря усилиям США Израиль признали 4 исламских государства. Во второе президентство Трамп также попытался урегулировать кризис в секторе Газа, переселив из него подавляющее большинство арабов, и остановить войну России с Украиной. Во время избирательной кампании в мае 2023 года Трамп впервые заявил, что способен добиться остановки войны за 24 часа, поскольку пользуется большим уважением Путина. Практически сразу после вступления в должность Трамп назначил ключевых переговорщиков, которым было поручено продвижение его мирной инициативы, и пригрозил, что если Россия не начнет переговоры, то будет подвергнута еще более серьезным санкциям. Изначальный план, подготовленный спецпредставителем Трампа Китом Келлогом, предусматривал остановку военных действий, начало прямых переговоров между Киевом и Москвой, а в случае несогласия сторон – принуждение к этим переговорам. Отказ Украины от вступления в НАТО на неопределенный срок, непризнание российской оккупации украинских территорий де-юре, но признание их де-факто. При этом США начали этот мирный процесс в одностороннем порядке, фактически выйдя из созданной предшественником Трампа Джо Байденом международной коалиции, оказывающей помощь Украине. Впрочем, чуть позже США чуть изменили риторику, однако европейцы в переговорах по-прежнему не участвуют. Помимо этого, США впервые в собственной истории потребовали у партнера, Украины, серьезных бизнес-преференций в обмен на продолжение помощи, а Трамп фактически обвинил Киев в начале этой войны.
2 месяца переговоров, сопровождавшихся противоречивыми заявлениями, скандалами и прерыванием американской помощи Украине, привели к принятию базового плана урегулирования, согласию сторон на возобновление Черноморской зерновой инициативы и отказу от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. Несмотря на данное обещание, Россия продолжает почти ежедневно бить по объектам украинской энергетики, просто называя их военными целями. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассчитывает добиться успеха на этом направлении к символической дате – 20 апреля, к Пасхе. Но с недавних пор сообщается, что уровень оптимизма в Белом доме несколько уменьшился. Нынешнее содержание дипломатических дискуссий не разглашается, но Россия заявила, что отказалась принять мирный план Трампа в его нынешней форме, потому что ее требования не учтены в должной мере. А Дональд Трамп выразил недовольство действиями Путина и вновь пригрозил ужесточить санкции против нефтяного сектора России. В свою очередь, государственные российские медиа впервые начали подвергать Трампа критике. Во вторник США впервые в президентство Трампа ввели санкции в отношении российских акторов за помощь йеменским хуситам, а группа сенаторов от обеих партий, причем с участием ключевого союзника Трампа Линдси Грэма, предложила подвергнуть санкциям всех, кто покупает российские энергоносители, уран и иные товары. В среду Дональд Трамп повысил таможенные тарифы на импорт практически всех государств мира, включая Украину. Но Россия в этот список по каким-то причинам не попала. Большинство экспертов считает, что действия США приведут к началу торговых войн, и, следовательно, к серьезной дестабилизации экономик многих стран мира, включая американскую. И тут следует напомнить о нескольких аксиомах современного мира. Активная торговля уменьшает шансы на то, что торговые партнеры начнут воевать друг с другом. В свою очередь, протекционизм увеличивает шансы возникновения вооруженных конфликтов. А мирный процесс – это очень долгое и трудное дело, как показывает современная история, иногда не дающая результатов на протяжении многих десятилетий. На фоне консультаций по прекращению огня Россия, тем не менее, продолжает наращивать военное присутствие и планирует увеличить группировку войск на 150 тысяч человек в этом году. Об этом сообщает телеканал «Суспильне» со ссылкой на заявление заместителя руководителя офиса украинского президента Павла Полисы. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет. Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаем, что в ближайшее время они будут пытаться максимально давить на тех направлениях, где это возможно, сказал чиновник. Он также добавил, что Украина считает действующими договоренности о прекращении огня. В то же время предоставляет США доказательства российских атак. Сегодня, например, российские войска обстреляли село в Купинском районе Харьковской области из реактивной системы залпового огня. В результате атаки был ранен местный житель, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Дожать Россию в вопросе прекращения огня можно будет за ближайшие месяцы, если не недели. Так, по крайней мере, считает президент Украины Владимир Зеленский. Во время встречи с главами территориальных общин Черниговской области он отметил, что в вопросе скорейшего прекращения огня Украина и ее союзники в Европе и США сейчас едины. В Саудовской Аравии мы согласились на безусловное прекращение огня, напомнил Зеленский. Россияне на это пока что не согласились, мы это видим. Хотя мы знаем, что разговоры между американцами и россиянами на эту тему идут. Они не публичные, но такие разговоры и есть. Конец цитаты. По словам украинского президента, сейчас главное добиться прекращения огня, а уже после начинать дипломатическое урегулирование. В ходе своей поездки в Черниговскую область Владимир Зеленский посетил село Ягодное, жители которого пострадали во время оккупации в самом начале войны. Президент посетил школу, в которой россияне держали почти месяц всех жителей села. Это было одно из самых циничных российских преступлений этой войны. Преступление именно против людей и всего человеческого и человечного, напомнил украинский президент. Министерство юстиции США сообщило о приговоре, который был вынесен гражданину России Олегу Пацуле в Аризоне на этой неделе. Мужчина получил почти 6 лет тюрьмы за нарушение санкций, введенных против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. С подробностями Алексей Горбачев. На этой неделе гражданин России Олег Пацуле был приговорен к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы в США за содействие продаже авиационных деталей в Россию в обход санкций, введенных в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Как передает Министерство юстиции США, Пацуля, проживавший в штате Флорида, признал себя виновным в сговоре с целью экспорта продукции без необходимой лицензии, а также в сговоре с целью международного отмывания денег. Федеральный судья отметил, что Пацуля выступал организатором и руководителем схемы, в которой использовались подставные компании, офшорные счета и сложные многоуровневые транзакции. Кроме того, преступления были совершены сразу после того, как Пацуля получил визу на въезд в США, что суд расценил как особо серьезное нарушение.
По данным следствия, Пацуля вместе с гражданином России Василием Бесединым использовали подставную компанию, зарегистрированную в Турции, чтобы обойти введенные США санкции против России. Они заключили сделки с американской фирмой в Аризоне и с мая 2022 года поставляли запчасти для самолетов российским авиакомпаниям, утверждая, что авиадетали предназначаются для Турции, но фактически детали переправлялись в Россию. Уточняется, что одним из ключевых объектов экспорта были тормозные диски для самолетов Boeing 737. По данным американских правоохранительных органов, через турецкие банковские счета Пацуля получил не менее $4,5 миллионов от российских авиакомпаний за поставленные детали. Его партнер по бизнесу Беседин ранее был приговорен к 2 годам тюрьмы за участие в этой схеме. По данным телеканала ABC, это одно из первых дел, инициированных американскими властями против лиц, нарушивших санкции, введенные против России в ответ на ее агрессию в Украине. Сам Пацуля также выступил перед судом на русском языке, выразив глубокое раскаяние. Он рассказал, что приехал в США в надежде на лучшую жизнь для своей семьи и реализации американской мечты, но своими действиями, как сказал сам Пацуля, он предал и страну, и близких людей. Пацуля добавил, что ему будет стыдно за свои поступки до конца жизни. Адвокат подсудимого сообщил, что после отбытия срока Пацуля, вероятно, будет депортирован из США. При этом его жена и дети, у которых есть американское гражданство, останутся жить в Америке. Алексей Горбачев о приговоре Олегу Пацуле. Дания анонсировала пакет помощи Украине на почти $1 миллиард. Он должен усилить боевую мощь страны. Отмечается, что новый 25-й по счету пакет обеспечивает военную поддержку Украины в течение 2025-2027 годов. Его главные составляющие – противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка военно-воздушных сил. Киев гарантированно будет получать их каждый месяц, вплоть до осени этого года. У чешской инициативы достаточно ресурсов, чтобы продолжать поставки, подчеркнул министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Помощь Украине и оборона Европы. Таковы основные вопросы двухдневного саммита министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе. О том, как прошел первый день этой встречи, рассказывает наш европейский корреспондент Валентина Васильева. Больше всего от этого заседания министры иностранных дел стран НАТО ждали встречи с новым госсекретарем США Марко Рубио. Это первый раз, когда в качестве главы американского внешнеполитического ведомства он посетил штаб-квартиру Альянса в Брюсселе. Предыдущий визит представителя новой администрации США, главы Пентагона Пита Хекзета, принес эффект холодного душа. В феврале, во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Хекзет заявил, что возвращение Украины к границам 1991 года нереалистично, как и вступление Киева в Альянс. От опытного дипломата Марко Рубио резких заявлений не ждали, но надеялись на разъяснение. Какую роль Вашингтон готов играть в НАТО? Останутся ли США лидером в Альянсе или отойдут в сторону? И как новая американская администрация видит свое сотрудничество с союзниками? Накануне встречи 2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении 20% пошлин для европейских стран и, по сути, объявил торговую войну союзникам. До этого были заявления о желании получить контроль над Гренландией и противоречивые высказывания по поводу Украины. В общем, союзникам по НАТО беспокоиться было о чем. Марко Рубио в штаб-квартире Альянса поспешил развеять сомнения. Предположение о том, что США могут отказаться от 5-й статьи о коллективной обороне НАТО, он назвал неоправданной истерией. США являются частью НАТО. США также активны в Альянсе, как и были всегда. И эта истерия и гиперболизация, которую я вижу в международных и домашних медиа, не обоснованы. Президент Трамп дал понять, что поддерживает НАТО и остается в НАТО. Но мы хотим, чтобы НАТО было более устойчивым и более сильным. И единственный способ это сделать – через наших партнеров, чтобы у наших партнеров было больше возможностей. США требуют, чтобы европейские партнеры по НАТО тратили 5% от ВВП на свою оборону. Цифра, которая для многих в Европе кажется слишком высокой. Сейчас только 23 страны Альянса достигли прошлой планки, которую установили в 2014 году – 2% от ВВП. Генсек НАТО Марк Рюте сегодня заявил, что союзники должны делать больше, но конкретную цифру не назвал. Ожидается, что новую планку страны установят на саммите НАТО в Гааге этим летом. Но если по поводу идеи
тратить на оборону больше, у Европы и США разногласий особо нет, то с ситуацией вокруг Украины все сложнее. Дональд Трамп еще месяц назад сомневался в том, хочет ли Украина мира. И, как подчеркнул сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, последние события после переговоров с Саудовской Аравией вновь показали, что мира не хочет именно Россия. Единственная преграда для мира – это Россия, точно не Украина. Потому что 3 недели назад украинцы безоговорочно приняли прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами Америки. И это был смелый компромисс. Но в течение 3 недель мы видели, как Путин усилил свою тактику затягивания, продолжил свои удары по критической инфраструктуре и продолжил свои военные преступления. Теперь Россия должна сказать, хочет она прекращения огня или нет. Генсек НАТО Марк Рютте сегодня заявил, что союзники готовы поддерживать Киев столько, сколько продолжается война. Для этого в первые 3 месяца 2025 года партнеры по НАТО уже выделили для поддержки Украины 20 миллиардов евро, но будут объявления еще. Так, Дания сегодня объявила о новом пакете помощи Украине почти на 1 миллиард евро. Чехия заявила, что благодаря ее инициативе по предоставлению Киеву боеприпасов разрыв Украины в снарядах с Россией сократился с 1 к 10 до 1 к 2. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе сегодня также проходит встреча Совета Украина-НАТО. На ней присутствует и госсекретарь США Марко Рубио, и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Отдельной встречи у них не запланировано, но у Сибиги есть возможность проинформировать союзников о насущных потребностях Украины. И все же изменения в подходе США, кажется, есть. 10-11 апреля в штаб-квартире НАТО пройдет встреча коалиции желающих и контактной группы по обороне Украины, более известной как формат «Рамштайн». Раньше ее возглавляли США, теперь Британия. По сообщениям ряда СМИ, глава Пентагона Пит Хегзет на встречу может не приехать. Валентина Васильева о саммите НАТО в Брюсселе. И еще новости из Европы, которые хоть и не напрямую, но касаются Украины. Будапешт выходит из состава членов Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуяш. Венгерское правительство объявило об этом решении накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который как раз прибыл в страну с визитом. Ранее правительство Венгрии заявляло, что будет игнорировать решение Гаагского суда в отношении Нетаньяху и называло это решение абсурдным и позорным. Я напомню, Кремль, в свою очередь, назвал решение Международного суда в отношении Путина юридически ничтожным. Напомню, ордер на арест касался обвинения Путина в военном преступлении, незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Тем временем еще 11 украинских детей вернулись на родину из оккупации и с территории России. Об этом сообщил в четверг украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец. Он уточнил, что 9 детей удалось вернуть именно с оккупированных территорий. Их возраст от 2 до 17 лет. По словам Лубенца, все это время семьи с проукраинской позиции жили под давлением. Их преследовали, запугивали и лишали прав, что было опасно для детей. Из оккупации в том числе вернули беременную женщину, которой отказывали в лечении из-за отсутствия российских документов. После возвращения она получила необходимое лечение и родила девочку. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи.